Приветствую всех любителей турбореактивной тяги и любителей турбовальных BMW. Уже практически готов основной комплект для модернизации. Я здесь выточил несколько новеньких деталей. Видео о том, как я их делал, отсутствует. Но зато, друзья, покажу вам, для чего они нужны. Потому что сейчас мы соберем этот узел уже окончательно, можно сказать. Хотя не до конца окончательно, нужно будет еще пару мелких штрихов сделать, но это попозже. Многие переживали, как этот механизм будет собираться. То есть вал, получается, в корпусе не должен иметь никаких перемещений и зажат с двух сторон подшипниками. В общем, сейчас я вам покажу, друзья, все на самом деле очень просто. Итак, берем один из подшипников и вставляем на вал. Это такая непростая процедура. Так, довольно-таки плотно. Далее идет проставочное кольцо. Я его облегчил, потому что ребята меня упрекали, что детали очень тяжелые. Ну вот немножко облегчил. Проставочное кольцо, выполненное за одну установку. Далее идет второй подшипник. Так, и закручивается фиксирующим кольцом. Это кольцо нужно будет в последующем законтрить. Ну, пока не буду этого делать, но потом мы это обязательно сделаем. Вот так, все. Теперь вы понимаете, ребята, что подшипники по валу никуда не денутся. Они зажаты. И, кстати, в связи с этим можно было такую прям лютую посадку здесь не делать. Потому что можно хорошенечко зажать, и все бы по-любому держалось. Далее. В силу вступает корпус. Это основной элемент нашей конструкции. И мы вот так вот просто берем и вставляем. Раз. И два. Вот так. Здесь фланец выступает. Ну, то есть обычно, ребят, этот фланец больше. Гораздо больше, чем то место, откуда он выступает. Ну, в данном случае вот так. И теперь просто берем и закручиваем кольцо. Опять же фиксирующее. Вот так. Все. До конца закручивать не буду. Чтобы вам было понятно. Вот сейчас есть такой вот небольшой ход, но никуда не проваливается, не вываливается. Потому что здесь есть уступ, в который упирается, собственно, подшипник. Вот и все. Такая вот, ребят, простая конструкция. Делать переходную пластину начну с отверстия под вал на КПП. Потому что он выступает за плоскость и не дает примерить отверстие, чтобы срастить с плитой. Лайфхак, как сделать все отверстия точно. Больше всего мне нравится технология, когда сверлю по месту. Но, чтобы сверло не уводило, я прижимаю двумя болтами. Сверлятся они в самом удобном месте, прижимается. Ну а потом можно по очереди сверлить любое отверстие подобранным сверлом. И все будет отлично, все будет точно, все будет соосно, все совпадет, короче говоря. Постоянно пользуюсь такой технологией, если, конечно, позволяет деталь. Потому что если делать по-другому, например, накернивать и сверлить, то сверло может увести куда бы то ни было, и все равно отверстия могут не очень точно получиться. Это удивительно, но маленький шуруповерт очень даже легко справился с поставленной задачей. Даже сверло на 11 было не пределом. Отверстие под коробку есть. Заряжаем на лобзик пилку по металлу и погнали. Забивается алюминием. Немного модернизировал пилку, и дело пошло веселее. Сейчас допилю, покажу, в чем заключалась модернизация.
Вот что, собственно, получилось у нас. И есть кругляш из D16T. Пригодится. Ну а суть модернизации заключалась в следующем. Эту пилку достал из коробки, она была вот такая. Спилил часть зубьев через один. И по алюминию она стала работать гораздо лучше. А так это пила по металлу написано. Ну это по стали в основном. Для точного соединения с колоколом коробки сделал штифтовые соединения. Ну точнее они там были. Но я оставил возможность точного позиционирования и на этой переходной пластине. Сделано весьма точно, ребят. Многие справедливо заметили, что нужен подшипник для стыковки первичного вала с моим устройством. Естественно, такую возможность в конструкцию я заложил и уже даже приобрел подшипничек. Сейчас мы его запрессуем и можно будет двигаться дальше. Вот и все. На месте, родной. Теперь самая важная процедура — вымерка вот этих отверстий. Ось механизма должна точно совпадать с осью коробки передач. Но вот как это вымерить? Когда на КПП вот так вот исполняет вал. Видится мне единственный неповторимый способ сделать нечто среднее. Потому что базироваться по вот этим отверстиям, ну я не представляю себе, как это можно сделать. Они как-то все на разном расстоянии от центра. Видимо, как-то это делается там все по координатам каким-то, которых я не знаю. Прессовал штифты и теперь смотрим, как подходит плита. Отлично, друзья. Можно прихватить болтами и продолжить работу. Теперь плита будет становиться в одно положение. Пробуем насаживать. А ну-ка, пойдет, не пойдет. Ну, тут вроде посадочка не очень жесткая на валу. Оп. Вот так, ребят. Вот оно. Несколько слов о том, зачем я сделал так много отверстий. Потому что по логике вещей в половину меньше уже бы хватило. Но я сделал их намного больше нужного, потому что всю эту систему буду крепить на 8-миллиметровый дюралевый лист. И чем плотней оно прижмется, тем станет единым целым, и вся конструкция, в общем, будет жестче. Ну, в общем, такие вот у меня, друзья, были логические доводы. Для чего я сделал столько много отверстий. То есть, ну это вот эта лицевая сторона, которая будет прилегать к алюминию. Ну а с другой стороны, ребята, я вам пока не скажу, для чего я это сделал. Но это тоже имеет логическое обоснование. Узнаете позже. Хорошо все-таки, когда есть яма. Коробку установил вот так. Выставил довольно-таки точно, отметил все отверстия. И даже затарился болтами. Все, теперь можно смело кернить и сверлить. Нарезаем резьбу. Ответственный узел создан. Дальнейшие движения уже более простые. Я считаю, это было самое сложное. Точно, соосно соединить две этих детали, два агрегата. Далее все уже делается с помощью токарки, ну а плиту и деталь нужно заштифтовать, чтобы в следующий раз при сборке-разборке они не поменяли свое положение. Болты, как видите, оказались вообще заподлицо, ну прям совсем-совсем, это очень хорошо, потому что здесь будет располагаться маховик. И для него здесь очень-очень мало места. Примерно 2 мм сейчас зазор между маховиком и переходной пластиной. Я думаю, этого должно хватить, чтобы нигде, не дай бог, не зацепилось. Сама пластина более-менее толстая и не должна сильно играть. Уже разметил примерные очертания, где нужно снять лишний металл. Буду выпиливать лобзиком. Уже по проверенной технологии, проверенной пилочкой. Поэтому сейчас нужно в очередной раз все разобрать и приступать к распиловке.
Все, друзья, переходная плита готова. Еще пару деталей, и можно будет начинать монтировать их на BMW. Ну а у меня на этом все, друзья. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.